Друзья, всем привет! Вы на канале Как-то так. И сегодня, как вы поняли из названия, мы поговорим о покупке и регистрации авто в Черногории. Сколько это стоит, где все это происходит и как вообще отличить обычные номера от так называемых РПшных. Поехали! Итак, первое, что хотелось бы сказать, для того, чтобы купить авто в Черногории, вам необходимо иметь вид на жительство, то есть боровок. При наличии боровка вы можете купить авто и оформить его на себя, можете купить по доверенности, и если же у вас есть фирма, вы можете оформить авто на фирму. Все эти моменты нужно учитывать при купле-продаже. То есть, если вы покупаете машину, вы составляете договор о купле-продаже, и в этом договоре вам нужно указать либо же ваше имя и ваш ПИП, то есть идентификационный номер, или же название фирмы и идентификационный номер фирмы. В этом-то и заключается разница номеров. Вы можете видеть обычные номера вот такого формата, или же так называемые РПшные, где указан год окончания действия номера. Сразу скажу, техосмотр проходит каждый год, вне зависимости, оформлена машина на вас или же на фирму. Единственное, что если авто оформлено на ваше имя и имеет РПшные номера, вам нужно будет менять номера каждый год. Если же это оформлена машина на фирму, номера остаются, но вам необходимо все равно проходить ТО. Да, что касаемо прохождения ТО. На самом деле здесь очень внимательно смотрят на основные узлы. Да, есть какие-то технические моменты, которые в принципе не могут закрыть глаза, если это не особо там критично. Но протектор резины должен быть соответствующий, то есть работать все осветительные приборы. Поэтому если же даже вы проходите ТО и они обнаруживают какие-то неисправности, они вас отправляют на сервис, где у вас есть 72 часа для того, чтобы исправить эти неисправности. Поэтому лучше подготовиться заранее к этому. Что я, собственно, и сделал. У меня была плохая резина, и мне нужно было ее купить и поставить и отбалансировать. Но в Черногории существует такая проблема, что диски, которые не имеют отверстия по центру, можно отбалансировать только лишь в одном месте, которое находится в Подгорице, куда я и поехал. Так, друзья, столкнулся с такой ситуацией, что мне нужно поменять резину. У меня вот такие вот стоят диски без дырки. И в Черногории только в одном месте могут сделать. Это вот сервис вот такой. Вуевич. Как мне сказали, здесь можно и ТО пройти, и можно купить резину. И, кстати, резина здесь самая дешевая по Черногории. Ну, так мне сказали. Сейчас жду очереди, записался, чтобы поменять резину. Потому что поменять ее могут даже в Будве, но отбалансировать нет таких станков, которые могут это отбалансировать. Все геолокации, точки оставлю, как всегда, в описании. Да, друзья, что нетипично. Конечно, быстро все делают. Тут одну загнали, другую выгнали. То есть колеса меняются прям вообще потоком. И да, тут можно пройти сервис. Единственное, что нужно заказывать, можно сделать развал схождения, но нужно заранее заказывать время, потому что, ну, как видите, очень много машин, как бы простое нет. Я на всякий случай еще номер телефона оставлю, если вдруг кому-то пригодится. Все, пока ждем мою машинку. Вот, к слову, там вот моя машина стояла, я только отъехал, уже все места заняты. То есть уже следующие подъехали и полные боксы. Сейчас вот один выезжает, следующий уже сюда заезжает. Как-то так. Вот. Тогда нам поставили мне, короче, новую резину. Взял я самую экономку. Ну, я думаю, мне по Будве перемещаться пойдет. Еще была дырка здесь. Колпачок где-то потеряли. Ну ладно. Все, нашли мы колпачок. Короче, пробито было. Видите, как дырку заделали этим самым шнурком. Надо будет себе шнурок купить. На всякий случай. Опа. Так, друзья, и что по ценам? Значит, 2 колеса, балансировка,
И ремонт заднего колеса вышел мне 115 евро 59 центов. И дали еще гарантию на полгода на передние колеса. Ну, на исправность, что все будет хорошо. Но вообще на техническое состояние. Вот как-то так. Все, движемся в Будву на технический осмотр. Итак, подготовив техническое состояние, поменяв резину, можно ехать на технический учет. Но перед этим нужно еще оплатить налог. При составлении договора о купле-продаже у вас есть два образца, как бы копия и оригинал. С этим вы идете в налоговую службу вашей общины. Да, при заключении договора купли-продажи вы указываете, где вы будете ставить на регистрацию. Если же вы покупаете машину в Подгорье, допустим, а будете ставить в Будве, вы должны это указать, чтобы получать потом номера на будванской регистрации. Так, с договором купли-продажи вы отправляетесь в налоговую службу, отдаете документы, они сканируют техпаспорт, смотрят по своему каталогу, оценивают стоимость, говорят, какая будет сумма налога. На следующий день вы приходите, получаете этот отчет о оплате, идете на почту или же в банк, оплачиваете налог, берете квитанцию, возвращаетесь обратно в налоговую, они дают подтверждение, ставят печать, и вот уже с этими документами вы отправляетесь в станцию технического обслуживания, чтобы пройти ТО. Так, друзья, вот получил решение. Вот написано износ 84,10. Идем на почту, оплачиваем. Это налог на машину при покупке. Так, оплатили, получили квитанцию. И сейчас идем обратно в Порецкую службу. Возвращаем это, забираем документы. Ну и уже едем на техосмотр. В Черногории ТО проходят так называемых техничных прикладах. По Будве их достаточно много. В принципе, в некоторый период времени нужно записываться, в некоторые достаточно свободно приехать и заказать просто на завтра. Они скажут, в какое время можно приехать. Там же вам делают, в принципе, полный пакет документов. Это проверка технического состояния, это страховка и подготовка для получения номеров. По прохождению ТО это занимает где-то 30-40 минут. Они говорят стоимость, какая будет, и отдают вам пакет документов, после чего где-то примерно 7-10 дней, если вам, конечно же, повезет, вы получите номера. Но в моем случае, конечно же, все это задержалось, и я номера ждал месяц. Почему так? Потому что потеряли мои документы, и пока я не стал разбираться, мы их не нашли. Когда нашли документы, через 2 дня я получил номера. Поэтому как-то так. Так, друзья, очередной раз снимаю номера, беру техпаспорт и иду в МУП испытывать судьбу. Уже не знаю, какой раз по счету. Уже прошел, не знаю, месяц, как я не могу получить номера. Но надеюсь, сегодня будет это удачный, успешный поход. В общем, друзья, номера все те же. Новые еще не приехали. Я не знаю, мне уже эта рамка скоро держаться не будет. Я ее уже, не знаю, 5-7 раз какой скидываю, ставлю. Короче, как-то так. Придем попозже. И вот, наконец-то, получил я номера, так называемые РПшные, что, собственно, обозначает регистрация превременно, то есть временная регистрация, срок окончания действия номера. И, в принципе, вот это число идет по порядку, и полиция в начале года смотрит на эти цифры и, в принципе, определяет теоретически, когда, возможно, закончится время, потому что у меня было на предыдущей машине там тоже 0.44, я ее в апреле оформлял, и вот они где-то в марте меня уже останавливали и проверяли, не закончилась ли у меня регистрация. Ну и, собственно, сам техпаспорт на мое имя
И да, хочу еще отметить, что техпаспорт, если вы оформляете на себя, он регистрируется до окончания действия боровка. То есть, если у вас боровок оканчивается через 2 месяца, полгода, неважно, у вас действие номера и техпаспорта будет до окончания вашего боровка действовать. Поэтому как-то так. Друзья, я надеюсь, была полезная информация, поэтому, если вам понравилось, жмите лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важную информацию, интересные видео. Ну, на этом все. Как-то так. Всем пока.